Все будут ездить на эндуро. Знаете, от кого эту фразу я чаще всего слышал? Нет, не от заядлых эндуристов, а чаще от бывших владельцев спортбайков. Почему так бывает? Все довольно банально и прозаично. Человек покупает себе спортбайк красивый для того, чтобы кататься по городу и испытывать новые ощущения. Но затем проходит где-то неделя, у кого-то месяц, у кого-то сезон, и мы видим знакомое объявление: продаю мотоцикл, один хозяин в РФ, и в подарок отдам комплект экипа. Причина продажи – переход на другой класс. У меня все было примерно то же самое, за одним большим исключением. Когда я покупал свой спортбайк, я знал, что я рано или поздно поеду на трек. И когда пришло время, когда мне надоело ездить по городу на нем, я начал понимать, что спортбайк сделан для чего-то большего, чем просто светофорные гонки. И я выехал на трек. Это был первый психологический барьер, потому что я, когда выезжал на трек, я знал, что вероятность падения очень высока, я не знал, как поворачивать, у меня не было техники управления, я не знал возможности мотоцикла, возможности резины. И так или иначе, я уже начал относиться к мотоциклу не как к предмету вожделения, а как к инструменту. Но прошло время, я начал кататься, появился накат, пришла уверенность, и что самое плохое, пришла самоуверенность. Я начал ездить более легкомысленно, и в один момент я упал. Хоть падение было и не на большой скорости, но довольно серьезное. Я задней частью шлема ударился о землю и на какое-то время потерял память. И дальше уже был второй психологический барьер. Нет, не самого факта падения, а места, по которому я ехал в момент падения. Хоть я его и не помнил, но по видео я знал, где это произошло и что произошло. Когда я приехал на трек, на наш картодром после этого падения, я психологически как-то побаивался именно этого места. Но опять же прошло какое-то время, пришел снова накат и уже опыт. И я начал участвовать в гонках на время, и я начал побеждать. И это дало гораздо более стильные эмоции, чем езда по городу, в разы. Ну а теперь пришло время для третьего психологического барьера, когда я из своего мотоцикла буду делать бескомпромиссный трековый снаряд. Для меня все сейчас начинается с чистого листа, и я вас приглашаю на просмотр серии видео по постройке трекового мотоцикла, которая начинается с этого момента. Поехали! На мой взгляд, первое, с чего должна начинаться подготовка мотоцикла к треку, это к замене пластика. Причина очень проста. Оригинальный пластик стоит очень дорого. Вот эта часть, только мордочка, стоит 25 тысяч примерно. Это сопоставимо со всем комплектом пластика, который находится здесь. Во-вторых, этот пластик хоть и толстый, но при падениях он часто ломается, потому что он состоит из нескольких элементов. А гоночный пластик, он состоит практически из 3 элементов. То есть верхняя часть и нижняя часть, плюс хвост. Все. Отсюда вытекает еще и третья причина. Это в том, что обслуживать гораздо проще. Для того, чтобы снять этот пластик, нужно открутить много винтов, болтов и пистонов. А у трекового пластика есть быстросъемные зажимы и пара болтов. И он разбирается практически за 5 минут весь. К тому же трековый пластик, он прочный и очень легко гнется. Поэтому он гораздо более живучий, чем оригинальный, и тем более гораздо более живучий, чем китайский пластик, который хрупкий. Следующая причина – это вес. Оригинальный пластик весит существенно тяжелее, чем трековый. И опять же, здесь есть фары, какие-то поворотники, ненужные элементы, которые на треке нужно будет либо снимать, либо заклеивать скотчем. Там уже сразу все сделано заподлицо. Здесь нет никаких отверстий, дырок и так далее. Все сразу уже подготовлено к этому. Вообще я начал задумываться о замене пластика еще 2 года назад, когда увидел своего знакомого на R6 гоночный пластик, который по цене был сопоставим с китайским. Это был Bikes Plast. Примерно год назад я начал к этому вопросу подходить более конкретно
и выяснил, что не так-то много кто и делает гоночные обвесы. Основные производители это были Америка и Европа. Америка сразу у меня отсекалась, потому что у них не вычитается НДС, соответственно цена примерно на 20% сразу дороже, чем в Европе. Плюс у них огромная стоимость по доставке. И еще один минус в том, что американский пластик нужно было сверлить самому и покупать дополнительно быстросъемы. А в Европе, соответственно, германские и чешский BX-пласт, который, несмотря на то, что был немного дешевле германских, имел все, что нужно. Усиленные элементы кевларом, быстросъемы и просверленные основные отверстия. Именно поэтому BX-пласт можно часто увидеть у нас на трек-днях. Таким образом я определился с производителем, осталось только нажать кнопки и заказать. Но я вспомнил, что я блогер, я им отправил письмо, где рассказал про свой канал, примеры видео и планы свои по постройке трекового мотоцикла. Они довольно быстро ответили мне, что готовы со мной сотрудничать. В итоге ко мне пришла коробка вот такого размера, весом 16 килограмм. Я встретил почтальона у себя в подъезде, и он мне сказал: слушай, это не твоя там коробка стоит, которую обматерили уже давным-давно все грузчики? Она еле пролезла к ним в помещение на почте. Я сказал: да, это точно моя коробка. Это моя защита рамы, которую я также заказывал. Сейчас мы это все достанем. Это у нас бак. Это у нас крепление морды. Она будет также заменена. Про нее поподробнее тоже расскажу. Дальше, что тут у нас? Защита крышек двигателя. Тоже про нее расскажем. Морда. Когда это все пришло, я уже распаковал, честно сказать. Поэтому немножко похуже упаковал, чем упаковали на заводе. Ну, как сказать, гораздо более хуже упаковал. Так, следующий лот. Защита маятника. Тоже офигенная вещь, полезная не только для трека, но и для городского использования. Крыло, хвост, вот такой вот. И самое интересное, это у нас вот такая штука. И последняя важная вещица. Поролоновая сидушка. Есть возможность выбрать, либо ты трековую сидушку используешь и сиденье, соответственно, либо ты используешь свое собственное, оригинальное. Так, пока пластик не стоит на мотоцикле, рассмотрим его детально. Здесь нижняя часть, как мы видим, она 2009 года и выше. Тут такой угол есть, температура отводящая накладка, где идет труба. Все крепления, места крепления усилены. И здесь под быстросъемные механизмы. Что примечательно, у этого пластика просверлены все отверстия, кроме одного. Это как раз то самое отверстие, которое отличает 2007 год от 2009. Посмотрим, будет ли так держаться или нет, или надо будет самим сверлить. А также есть еще внизу резиновые уплотнители для дренажа. Все продумано. Что касается хвоста, здесь ребро жесткости и двойной слой пластика. Кстати, можно было поставить пластик 2014 года, но у него вот тут немножко другое, так скажем, обрамление, поэтому там появляются такие щели. Это именно поэтому я не стал ставить 2014 год. А стал ставить именно тот, который подходит к моему мотоциклу. К баку прицеплены быстросъемные механизмы, также усилены кевларом в месте, где гораздо больше давления, чем в любом другом. И видите, как он вздернут. Это удобно на торможениях. То есть, если сравнить его со стоковым баком, это гораздо более пологий. Здесь будет куда упираться при торможении. Что касается крыла, видно, что в штатном есть специальное отверстие под стандартную систему разветвления тормозов, а здесь ее нет, потому что, как правило, на треке используются армированные шланги, и они идут отдельно, каждый на отдельный суппорт. Все, начинаем установку. Прикол в том, что здесь еще два пистона есть. А нет, один, который вечно в говне. Сейчас я вам покажу. Вот он. Его хрен, короче, открутишь каждый раз. Грани рубятся, короче. Болезнь. Да, и по идее пистоны нужно заменять каждый раз. Никто это не делает.
Жалко, знаете что? Больше всего? То, что у меня не будет USB-шника, потому что вот эта часть, она будет вся закрыта полностью. А так хотелось. тебе USB-шник. Я блогер. А настоящий мотоциклист должен уметь Снимать морду. снимать морду. И бить морду. В поле. Без инструментов. Так, ребятки, принципиальный момент. Зачем менять паук? Вот если посмотреть у сиберовского стокового паука, который держит переднюю часть пластика, он то ли алюминиевый, то ли пластиковый, скорее всего пластиковый какой-то. И, соответственно, он одноразовый. Если один раз хорошенько упасть на него, сразу треснет. Вот это алюминиевый, вот это карбон. Вот это алюминий, вот это карбон. Если его загнуть, то его можно просто выправить и дальше кататься. В этом главный принцип. Еще обратите внимание, что мотоцикл не запустится, пока у него нет вот этой штуки. Это датчик падения. Он ставится у нас вот сюда. Тут для него есть отдельное место специальное. Все продумано, и сюда встает приборка. Это крепление DB Holders. Это дочерняя компания Bikes Plast. Все четко. Так, теперь ставим защиту крышки двигателя. Кстати, надо еще не забыть вот эти слайдеры убрать, потому что пластик не закроется. Крышечка. Итак, то, что пригодится и на треке, и в городе, это защита маятника. Ставится он без клея. Просто есть штатное крепление здесь, 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 здесь и на держатель подката. Смотрите, сюда четко встало. Вот этот миллиметр карбона нисколько не помешал встать пазы. Тут еще меньше креплений, тут одно. И второе. Снизу нету. И садим на стяжки вот здесь. И где-то здесь. Вообще была идея еще посадить это все на силиконовый герметик. Но посмотрим, если сейчас она не будет болтаться, никуда не денется, то и на стяжках пойдет. Так, поставили мы защиту рамы, двигателя и маятника. Что касается рамы, это, конечно, больше косметическая защита от царапин. А вот двигатель это гораздо более серьезная вещь, потому что при истирании крышки двигателя до дыры ты уже никуда не поедешь. И маятник тоже очень важная вещь. Он очень сильно страдает при падении. И в этом плане этот вид защиты, он также будет полезен и на обычных мотоциклах, которые ездят по дорогам общего пользования, а не только на треке. Встала как родная, видите, резинки. Вот это уплотнительное кольцо, оно должно ровненько вставать, что и произошло. Чтобы ставить вот этот пыльник, который здесь стоит, нужно либо два пера снять, вот сюда просунуть их, либо сделать прорези. Что мы и сделаем.
в данный момент. И еще нужно будет просверлить вот тут отверстие, которое ставится к радиатору. Все, мы поменяли пластик, сейчас мы сделаем быстрый обзор, потому что с чем мы столкнулись. Во-первых, мы сняли вот эти резинки толстые, потому что они мешали полностью надеваться. Пластик был немножко дальше, чем нужно, поэтому на быстросъемы сложно было их вообще садить. Что касается быстросъемов, не такие уж они и быстросъемы, потому что вот эти легко одеваются, вот эти очень тяжело. Когда первый раз ставили, с этим были проблемы. Дальше. Из-за того, что он 9-й год, здесь у нас идет дополнительный пластик. 7-й год идет вот так. А здесь у нас идет защита крышки двигателя. Поэтому у нас вот здесь болтик не достает до резьбы. Пришлось его убрать. И у нас здесь болтик, а здесь быстросъемы. Ну, в принципе, держится хорошо, и этого достаточно. Но те, кто будет заказывать, допустим, крышки двигателя на 2009 год, имейте это в виду, что нужно будет на это обращать внимание. И опять же, здесь у нас некуда крепить вот этот болтик, потому что у меня мотоцикл 8-го года, то есть 7-й, 8-й. И поэтому здесь у нас вообще ничего нет, но не критично. Дальше идем. Крыло мы пока оставили стоковое, потому что здесь разветвление тормозных шлангов идет и крепление этого саморазветвителя. Еще одна проблема в том, что здесь у пыльника прорезь недостаточно для того, чтобы проходил стоковый тормозной шланг. И поэтому при полном вывороте руля он упирается в пыльник. Нужно будет либо прорезь сделать дополнительную, либо ставить уже армированные шланги. Спереди стекло я пока не ставил, потому что у меня китайское, оно преломляет вид. Я заказал акриловое гоночное, но не знаю, сколько там будет отверстий, поэтому я пока лишние отверстия не делаю. Дальше идем. Опять же, из-за того, что здесь 9-й год, и, по-моему, там идет блок АБС, пластик немножко выставлен сюда. И это отличие 9-го года от 7-го. То есть пластик здесь не встает. Что оригинал, что не оригинал. Как мы здесь видим. И поэтому у нас висит вот на этом только болтике и на быстросъеме. Дальше здесь у нас стоит защита маятника. Все без каких-либо причуд, приколов и проблем. Все встало как нужно. Вот с этой штукой. Это холодильник от трубы. Я пока не знаю, снимать его или оставлять. Но проблема в том, что здесь-то, может быть, он и не нужен, потому что здесь уже труба стоит не стоковая. Стоковая, она была прямо вплотную к хвосту и могла расплавлять пластик. А здесь этой проблемы нет, но проблема возникает вот здесь. Здесь уже идет труба и могут возникнуть проблемы с перегревом. Пока не знаю, вставлять или не вставлять. Хочу найти где-то информацию по поводу того, как делают в гоночных командах. Может быть, и зря беспокоюсь, но пока оставлю как есть. Сиденье я не стал клеить, потому что мы его будем красить. Об этом будет отдельное видео в последующих сериях. Мы будем стилизовать его, красить и клеить наклейки виниловые. Все как делают гоночные команды. Это будет тоже очень интересно и познавательно для кого-то. Пластик стоит, теперь на меня не будет давить тот факт, что у меня оригинальный пластик в идеале, и мне меньше всего хотелось его коцать. Теперь у меня трековый мотоцикл, хотя бы минимально, и все готово, в принципе, для того, чтобы на нем дубасить. Все это мы делали при поддержке мотошколы номер 1. Нас приютил автосалон Honda на Новосибирской. Здесь же вы можете обслужить свой мотоцикл, кому нужно. Вся информация вот на этом сайте. Здесь опытные мастера и адекватные цены. Пластик мне предоставлен компанией Bikes Plus. Вы там можете купить гоночный пластик и защиту рамы, двигателя и маятника для своего городского мотоцикла. Для всех подписчиков на 2017 год предусмотрена бесплатная доставка при покупке пластика. Поэтому
Все ссылки будут в описании. Следующее видео мы будем делать по замене органов управления, клипоны, подножки. И в дальнейшем уже будем, как я сказал, разукрашивать этот мотоцикл, ставить на него наклейки и делать кастомную раскраску. Ну и логическим продолжением будет выезд на трек. Мы это все проверим в боевых условиях, на больших скоростях и при больших углах наклона. Оставайтесь на канале, кто еще не подписался, подписывайтесь. Это был Джет, ставьте вот такую штуку. Увидимся на треке.